Это первый ролик в серии видео про гнутоклеенную мебель. В рамках этой серии мы разберем способы изготовления шаблонов, примеры построения конструкций такой мебели, способы декорирования и многое другое. Попутно мы изготовим тумбу под раковину с гнутыми фасадными элементами, а затем и переделаем лицевые панели, изгибая их во второй проекции, сокращая тем самым глубину боковин этой тумбы. В этом же видео мы рассмотрим основы изготовления гнутоклеенной мебели, поговорим о принципах гнутья и многослойных заготовках, а также поэкспериментируем и подумаем над возможными альтернативами. При изгибе бруска выгнутые слои растягиваются, а вогнутые сжимаются. Я условно окрасил растяжение в синий цвет, а сжатие в красный. Теперь давайте разделим наш брусок на 6 слоев. Окажется, что сжатие и растяжение волокон теперь минимально для каждого отдельного слоя. Чтобы изогнуть такой пакет из тонких пластин, не нужно распаривать древесину. Нам надо зафиксировать многослойную заготовку в изогнутом положении, и мы склеим эти пластины между собой. Теперь, после окончания прессования, пакетная заготовка сохраняет форму. И чем прочнее клеевой шов, тем стабильнее форма. Посмотрим на два смежных слоя. Зона растяжения одной пластины соседствует с зоной сжатия другой. Клеевой слой фиксирует их в этом состоянии и не позволяет обеим выпрямиться. На деле после выемки заготовка изменит свою форму, ведь каждая отдельная пластина стремится вернуться в исходное положение. Внешние слои испытывают ту же упругую деформацию, что и внутренние слои, но при этом эффективность сохранения формы распределена неравномерно. Если разбить слои попарно, идти от внешних внутрь, то расстояние между внешними слоями будет больше, чем между следующими двумя парами. А между внутренними слоями расстояния вообще нет. Но именно отстояние двух слоев и разность радиусов, и как следствие разность длин этих слоев, и определяет стабильность заготовки в целом. Развивая нашу мысль, многослойные гнутоклеенные заготовки критически важны и наиболее эффективны только два внешних слоя по обеим сторонам от заготовки. Грубо говоря, внутренние слои нужны для передачи обоюдного воздействия двух крайних слоев, не более. Но эту передачу можно обеспечить другими способами. Самое простое – набором рейк, например. Если проложить рейки между двумя пластинами и склеить все вместе, то мы получим более стабильную форму гнутоклеенной заготовки. Проведем эксперимент. В качестве внутренних слоев попробуем использовать бумажный сотовый заполнитель. Высотой он в 60 мм. Еще я приготовил два куска ХДФ 200 мм шириной и два брусочка шириной также в 60 мм. Для начала я приклею эти брусочки клеем ПВА к обоим концам бумажного заполнителя. Обратите внимание, что это короткий, поперечный отрез от блока, ведь такой заполнитель легко гнется только в одной проекции. ПВА высохнет быстро, и я сразу же приступаю к намазыванию полиуретанового клея на две пластины ХДФ. Для гнутья использую именно полиуретановый клей. ПВА не подходит, он слишком эластичный и позволяет двум смежным слоям сдвигаться. Использую валик с более длинным ворсом и наношу клей жирным слоем, ведь мне надо зафиксировать бумажные ребра. Я надеюсь, что клей немного утопит бумагу во вспененном слое и надежно ее прихватит. Итак, теперь мне надо растянуть бумажный блок, для чего я прихватываю степлером планки, растянув соты. Не скажу, что ячейка полностью раскрылась, но и так должно быть хорошо. Сотовый заполнитель отлично выдерживает давление вакуумного пресса по площади, но для этого нам надо было бы проложить продольные гнутые закладные, иначе мембрана начнет вминать бумагу с краев, пока, скорее всего, все не сложится. Поэтому я воспользуюсь обычными струбцинами.
Причем сжимать буду всего в двух местах. Этого достаточно, чтобы весь пакет прогнуть по рельефу данного шаблона. Под блочки для струбцин я также прокладываю менее высокий сотовый заполнитель. Он распределит давление и хорошо повторит нужную форму. Я ожидаю, что бумажные ребра ячеек будут зафиксированы снизу и сверху в определенном положении. И несмотря на то, что бумажный блок легко играет в нужной нам проекции, будучи свободным, он будет препятствовать выпрямлению двух внешних слоев после приклеивания оснований ячеек. Грубо говоря, если представить трапециевидную ячейку сотового заполнителя, то сверху клеевой шов будет препятствовать ее схлопыванию, а снизу раскрытию. Ну а сами бумажные ребра будут служить той самой передачей между двумя внешними слоями. И нам не понадобятся менее эффективные внутренние слои, которые будут тянуть заготовку в обратном направлении. Что ж, давайте проверим, что у нас получилось. Форма сохранилась хорошо. А что с сопротивляемостью на изгиб? Пробую давить и ставить тяжелые предметы. Все отлично. Немного поддается усилию, но и возвращается хорошо. Можно сравнить результат с простой слоеной заготовкой из ХДФ, сформированной на этом же шаблоне. Видно, что наш экспериментальный блок намного лучше сохранил изначальную форму. Попробуем и надавить на детальку. Она намного легче поддается изгибу. Конечно, высота бумажного заполнителя намного выше заготовки из ХДФ, но все же этот эксперимент вполне показателен. Мы доказали, что внутренние слои гнутоклеенных заготовок не так эффективны и в целом могут быть заменены бумажным заполнителем, набором реек или панелью с пропилами. Как можно развить полученный результат? Есть опасения, что высокие бумажные ребра могут со временем деформироваться. Тогда можно разделить эту высоту на несколько поменьше с промежуточным слоем из ХДФ. Можно также добавить несколько слоев ХДФ по внешним сторонам, что создаст более твердую оболочку на поверхности. Впрочем, более детальное рассмотрение гнутоклеенного дела еще будет в данной серии роликов. В следующем видео мы изготовим шаблон для гнутоклеенных заготовок тумбы, а также посмотрим на другие варианты и особенности изготовления шаблонов для вакуумного пресса. Оставляйте, пожалуйста, вопросы и предложения по этой теме в комментариях, и я обязательно включу нужную информацию в следующих роликах. На этом сегодня все. Всего вам доброго.